Привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим знаменитые булочки Cinnabon. Мягкие, воздушные, с пряной начинкой корицы и нежным сливочным кремом. Эти булочки покорили весь мир своим ароматом и вкусом, а готовить их в домашних условиях проще, чем кажется. Расскажу немного истории. Cinnabon появились в 1985 году в Америке, когда отец и сын Комина решили создать идеальную булочку с корицей. Их секрет – это особая смесь корицы и фирменный сливочный крем. Со временем Cinnabon распространились по всему миру, и теперь эти булочки стали настоящей классикой. Давайте приготовим их вместе. Итак, на 15 штук нам понадобится для теста пшеничная мука 550 грамм, сухие дрожжи 8 грамм, куриные яйца 2 штуки, молоко 250 мл, сливочное масло 80 грамм, сахар 140 грамм, соль 5 грамм. Все продукты, кроме молока, подготовить и оставить при комнатной температуре не менее чем на 30 минут. Молоко подогреваю до температуры 35-40 градусов. В молоко добавляю дрожжи, также пару ложек сахара. Все тщательно перемешиваю. Накрываю крышкой или полотенцем и убираем в сторону минут на 10. Пусть наши дрожжи активируются. В большую миску просеиваю муку, добавляю сахар, соль, перемешиваю. В центре делаю углубление, добавляю яйца комнатной температуры и готовые активные дрожжи и растопленное сливочное масло. С помощью лопатки все тщательно перемешиваю. Затем замешиваю руками до момента, пока тесто не станет немного отставать от рук и от чашки, но по-прежнему будет достаточно липким. Старайтесь муки не добавлять, так как чем ее больше, тем плотнее будут булочки. Тесто подошло, припыляю столешницу мукой, выкладываю тесто и продолжаю месить, пока оно не перестанет быть липким и не станет эластичным. Собираю тесто в шар и отправляю в чашку. Предварительно чашку я смазала растительным маслом. Обваливаем тесто со всех сторон в чашке, чтобы оно покрылось легким слоем масла, и накрываю его крышкой или полотенцем. Убираем в теплое место на час-полтора. Как только тесто поднимется, припыляю поверхность стола мукой и раскатываю его скалкой в прямоугольник. Чем тоньше раскатаете, тем будет больше слоев. Сильно размягченным сливочным маслом смазываю раскатанное тесто, кроме одного из краев по длинной стороне, шириной приблизительно 2 см. Для начинки нам понадобится коричневый сахар 200 грамм, корица молотая 25 грамм, сливочное масло 80 грамм. Смешиваю корицу с сахаром, равномерно посыпаю смесью, покрытое маслом тесто, и равномерно распределяю по всей площади, кроме чистого края. Слегка придавливая руками, утрамбовываем сахарную смесь. Скручиваю рулет. Чистый край можно промочить слегка влажными руками. Переворачиваем склеенной стороной вниз и разрезаем острым ножом на 12-15 равных частей. Выкладываем в форму, покрытую пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Кончик нужно подкладывать вниз, я об этом забыла. И центр хорошо прижать рукой, иначе в процессе выпечки у вас он может вырасти горкой. Опять укрываем пленкой или полотенцем, оставляем для увеличения в объеме еще минут на 30. Включаю духовку на 180 градусов. Отправляем булочки в духовку на 20-30 минут. Пока готовятся булочки, мы приготовим крем. Для этого нам понадобится сыр сливочный 200 грамм, молоко 50 грамм, это 2 столовые ложки, сахарная пудра 80 грамм. Взбиваем ингредиенты для крема до однородности. Как только булочки слегка подрумянились, нужно доставать.
Также готовность можно проверить деревянной шпажкой. Будьте внимательны, не пересушите булочки. На готовые теплые булочки наносим крем, через 5 минут можно подавать. Вот и все. Наши домашние синнабоны готовы. Мягкие, ароматные, тающие во рту начинкой нежным сливочным кремом. Каждая булочка – это маленький кусочек счастья. Обязательно попробуйте приготовить их сами. Я уверена, что они станут вашими любимыми. Сделайте все точь-в-точь, и ваши булочки с корицей вы не отличите от покупных. А какое здесь тесто? Именно такое, из-за которого все сходят с ума. Мягкое, тонкое и слегка тягучее. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите в комментариях, какие булочки хотите увидеть в следующем видео. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. До встречи в следующем видео.